получу ли я работу в Райтах, или она потом скажет, что я куда-то сбежала, а на деле меня продадут в какой-нибудь кекс рабства. С тем скиллом второй вариант для меня был более вероятным, чем первый. Привет, я Мила. Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая произошла со мной в 2019 году. Я тогда была только в самом начале своего рисовательного пути, и, в общем-то, у меня не было никаких заблуждений насчет своих рисунков. Их вообще было немного, но, как ни странно, у меня была уже парочка заказов. По правде сказать, я нарисовала первых своих 3 арта в Digital, и у меня появился заказчик. Потом еще один, и это как-то придало уверенности, что ли, что я на правильном пути и вообще я нахожусь на своем месте. Кстати, на фоне Speedpaint как раз с заказом иллюстрация для Dark Fantasy A Taste of Mortality. Это первый Speedpaint с заказом. Обычно я их не делаю для заказов, потому что мне гораздо напряженнее рисовать, чем картинки для себя. Ну вот я решила попробовать, потому что надо что-то на YouTube выкладывать, какие-то спидпейнты, а то одними старыми стадиками со шмотками сыт не будешь. На этот арт, как и на другие, можно взглянуть у меня в телеге. Ссылка будет в закрепе. Еще я там публикую другие свои работы, скетчи, комикс, сценарные черновики для него, ну и так далее. А теперь переходим к истории. Когда моя карьера художника понеслась стремительными темпами, что у меня даже времени не было осознать, насколько всрато я рисую. Короче, Одесса, лето. Мне звонит мой парень и говорит, чтобы я пришла в его кафе, потому что со мной хочет познакомиться какая-то девушка. Ей понравились мои рисунки. Он, в принципе, в любой непонятной ситуации всем показывает мои рисунки. Ну, знаете, когда некоторые родители рассылают всем фотки своих детей, вот у него так же, только он мои картинки людям шлет. Моя кума грає в цій виставі, вона в той йолочці, гляньте, яка красота. Моя кума, он в той йолочці, моя кума. Так что на мой вопрос, откуда она вообще про них узнала, он ответил, что сам ей рассказал, что я рисую, и показал заодно. И она типа в полном восторге и хочет увидеть меня. Разумеется, я сначала сказала, с чего мне вообще с ней идти знакомиться из-за каких-то картинок. Мне не слишком хотелось собираться, а потом еще полчаса до его кафе добираться. Но после этого в дело вступил другой аргумент. Она приехала всего на пару дней из Дубая, и она работает, та-да, в Riot Games. Для тех, кто не в теме, это буквально компания мечты для многих художников в 19-х, 20-х, а может и сейчас, я просто уже не в контексте этого. И на тот момент я тоже мечтала об этой компании. Это забавно вспоминать, потому что сейчас для меня работа мечты — это рисовать свой комикс и видеть интерес людей к нему. И, кстати, рисовать иллюстрации для авторов книг мне тоже нравится гораздо больше, чем что-то связанное с играми. Возвращаемся к девушке из Райтов. Я с воплем, что скоро буду, побежала собираться. Обычно у меня на это уходит много времени, но тогда это было что-то из разряда упала лицом в косметичку и побежала с тем, что прилипло. Мне хотелось поговорить с ней, узнать какую-то внутреннюю кухню компании, разнюхать, как можно к ним попасть, какой уровень нужен, с какими фотошоповскими кистями приходить, чтобы точно взяли. Это шутка, конечно. Прибегаю я, значит, туда. Кажется, она начала с того, что я хочу работать в Райтах, что ли. И вот она как раз там работает. Я ответила, что мне хочется узнать как можно больше про это, но, к своему удивлению, мне в уши стали заливать про недвижимость, роскошную жизнь, связи. Я такая сидела там с лицом лица и кивала, не понимая, а зачем мне это знать. Ну, типа я и так понимала, что в этой компании хорошо платят, хотя по ее словам звучало гораздо лучше, чем я думала. И прикол в том, что я спрашивала о подробностях работы, а она мне рассказывала про деньги и про то, как она купила хату в самом дорогом районе Дубая. И мне пришлось все это слушать, хотя было, неинтересно. Не, я люблю деньги и не отказалась бы от больших сумм, которые мне бы платили за арты. Но тут рассказы были не о моей зарплате, а просто человек рассказывал, как он замечательно живет. Казалось, что я просто теряю время. Нужно быть вежливой, улыбаться и делать вид, что мне интересно, потому что потенциально я могу узнать ценную информацию о работе мечты. Я понимаю, что в инете очень популярен контент, когда кто-то показывает, как он красиво и дорого живет. Я не знаю, этот контент, не для меня.
Мне гораздо интереснее смотреть, как кто-то фигурку анимешную из глины лепит, чем на ужин в роскошном ресторане или поход за брендовыми шмотками. Но тут перед вами не Такуся. Отказалась бы я от этого? Нет. Просто мне неинтересно, когда об этом говорит и показывает незнакомец. А не потому, что я хочу жить в лесу или катать игрушки из хлебного мякиша. И вот дальше. Она начала говорить, что я могу там работать, на что я, конечно, удивилась и спросила, уверена ли она, что моих навыков будет достаточно. Ну, я же как бы не тупая, я видела, какие художники работают в райтах. Она сказала, что, конечно, достаточно. Я уже шикарно рисую. Нужно чуть-чуть только подтянуть скиллы. Хотя последнее, мне кажется, она добавила только потому, что моя морда лица уже подводила и не выдавала вежливую улыбку и кивки. Не знаю, я там очень старалась, мои софт-скиллы были на максимум включены. Behave. Ни одного сарказма, ни одного подъеба, ни одной попытки дойти до слов и вывести человека в плоскость, где он начинает путаться в показаниях. Хотя это происходило даже без меня. Но скоро мы до этого дойдем. И вот после чуть-чуть подтянуть скиллы, она попросила меня открыть мой аккаунт и показать ей картинки. Типа профи сейчас расскажет что да как. Я открываю, показываю ей фанарт с Дином, кажется. Он был один из последних работ, которая мне тогда казалась лучше, чем предыдущие. Но понятно, что многое мне не нравилось. Руки, например, одежда. Я сейчас говорю не категориями тон, композа и так далее, потому что на тот момент этого даже не было в области моих знаний. Я видела, что мне не нравятся складки, руки недостаточно реалистичные и такая прочая чушь. И вот я открыла, показываю, и она мне: нет, это идеальная работа, давай другую. И я такая сижу и думаю: в смысле? Она не хочет меня обижать или тут подвох какой-то? Но я не настаивала и вела себя очень осторожно и дипломатично. К слову, я такая сейчас только со своими клиентами. В общем, она попросила открыть другой арт, вот этот. Это был мой тогдашний заказ. Я очень старалась, но рука мужчины, мне казалось, что получилась недостаточно реалистичная и плоская какая-то. Но я не понимала, где мой косяк, а все остальное типа норм. Ну, с теперешней точки зрения я не буду оценивать эту картинку, но тогда мне казалось, что самый неудачный момент там — это его рука. Хотя еще шорты мне не нравились, но с этим я примирилась больше, потому что на них не особо много внимания, и вот она мне говорит, что проблема в руке. И я такая мысленно: да, точно. Она сейчас все разберет по анатомии и скажет, почему она не получилась. У меня появилась надежда, что я ошиблась, подозревая ее, что она не крутой художник. Помню, как один крутан гонял меня с кистью руки на картинке. Я там чуть мозг себе не сломала, пока не выдала ему, что больше не могу, это мой максимум, и я просто не понимаю, как мне сделать лучше. И ответ от него был: да, это максимум. Ну хорошо, давай тогда к следующему моменту перейдем. Хотя эта ситуация была уже гораздо позже знакомства с этой девушкой, но подсознательно я ждала от нее, вот чего-то такого же. Так что я ей сразу сходу выдала: да, мне тоже кажется, что я как-то неудачно нарисовала его руку. Но не знаю, что именно сделала не так. И она говорит: нет, дело не в его руке. У него рука отлично нарисована. Ты хорошо передала все эти детали, вены, кожу. Проблема в руке девушки. И я впала в ступор. Даже тогда я уже не думала, что если есть мелкие детальки, то все отлично, а если нет, то плохо. А тут мне выдают именно это. Мне не казалась рука девушки плохой. Да и сейчас, по правде говоря, не считаю, что она не получилась с учетом того, что я хотела нарисовать. Я хотела, чтобы кисть была напряженной, будто девушка тянется, но пока не прикасается. И на мой взгляд, это именно так и выглядит. Опять же, я не оцениваю качество со стороны прошедших лет, а только на то время своих возможностей. В итоге она назвала мне не анатомические ошибки, а сказала, что нужно было положить руку на лицо, чтобы она прикасалась к мужчине и согнуть ей пальцы. Чего? А в чем критика-то от крутой художницы? Звучит так, будто человек просто высказал свое мнение, основываясь на собственных вкусах, а не знаниях. Я не стала спорить, но сомнения крепли. Дальше она устроила мне экзамен. Сейчас меня это веселит, но тогда было неприятное ощущение от всего происходящего. На столе у нее стояла бутылка, она протянула мне листочек и сказала, чтобы я нарисовала эту бутылку. Я не понимала, зачем она меня это просит, если я даже не знаю, как правильно карандаш держать. По науке традишников. Я сказала про это, но она все равно настаивала, так что я сдалась.
потому что не была уверена, насколько полезно это знакомство, приятным оно уже не было. Но мой предел терпения еще не дошел до кипения. Рисую я эту бутылку, значит. Такой нюанс еще. Я тогда не понимала, как мыслить линиями. Могла только от пятна объем добавлять. Кстати, тот крутан, про которого я уже сегодня упоминала, позволил мне понять, что я не мыслю линиями не потому, что я такая уникальная, принадлежащая клану художников от пятна, а потому что я просто не пытаюсь рисовать линиями, вот и не понимаю ни хера, как это работает. Он вообще много моих фантазий распил. Рисовала я бутылку просто силуэтом, с попыткой в объем и перспективу. Я подумала, что она хочет понять, могу ли я мыслить пространством. Но когда она начала разбирать мою бутылку, то я вообще не вдупляла, что происходит. Она сказала, что я не добавила этикетку на нее, не нарисовала полоски на бутылке, резьбу на крышечке. И я такая, ну разве самое главное это не форма и пространство? И она мне, нет, важно добавлять детали, вот как, например, эти полоски. Это вообще такое странное ощущение, будто ты попал, не знаю, в какое-то зазеркалье или тебя троллят. Это очень странно чувствовалось, но весь вид ее говорил, что она на полном серьезе меня этому учит. А потом она рассказала, как проходят у них творческие перерывы в райтах. Типа они собираются и придумывают дизайн ради развлечения. Ну типа воображение так стимулирует. И так как у нас на театральном были всякие тренинги на воображение, то для меня это не звучало странным, так что я кивнула и услышала очередной странный рассказ. Она сказала, что у них было задание придумать дизайн цветка, которого не существует. И каждый должен был придумать свой цветок. Она предложила мне придумать тоже. Я вообще не секла тогда в дизайн, так что начала говорить что-то по типу стеклянный цветок с маленькими необычными листьями, огромным закрытым бутоном, потому что мне казалось, что важна форма, материал, а не детали. Она ответила мне, что я пока еще не готова для полноценной работы, и мне надо тренироваться, и описала свой цветок, на который надо равняться. Ромашка с разноцветными листьями. Я не шучу. И я ей такая... Цветик-семицветик из древнего совкового мультика. Она замолчала на какое-то время, а потом начала говорить, что похож, но не такой. У нее цветов больше, или что-то такое, я точно уже не помню. Но вот даже, предположим, она сама придумала этот цветок, а в чем дизайн-то несуществующий? В радужных лепестках? Задание было в том, что несуществующий дизайн – это типа цветок, который не способен вырасти в природе. И я вот не знаю, серьезно? Это дизайн от художника из Райта? Help you what? И вот похожие такие мысли у меня были в голове, которые я так и не высказала вслух. И по ходу этого нашего кринжового общения она, похоже, так преисполнилась, что открыла YouTube и начала мне показывать крутые ролики, которые научат меня рисовать. Надо ли мне упоминать, что эти ролики не были крутые? Там были ролики художников примерно моего уровня, которые, разумеется, мне попадались, мной смотрелись, типа как собратьев по уровню или единомышленников, что-то в этом роде, но на которых я не училась. Зачем мне чужие ошибки, когда своих полно? И от нее были комментарии типа, вот видишь, как он делает, он все правильно показывает, вот его смотри, тогда научишься. И мое жалкое в ответ, но я слышала, что тени лучше не рисовать черным цветом, когда только учишься и не понимаешь еще, что к чему. И она такая, а какие могут быть еще тени? Рассказываю. Цвет тени зависит от окружающей среды. Состояние все это кажется полнейшим бредом, и понятно, что человек вообще не понимает ничего в рисовании, но когда ты начал совсем недавно, ты сомневаешься в собственных ощущениях и думаешь, а вдруг у всех разные подходы. Тем более она говорит, что работает в мировой компании художником, и у нее есть 1000 работ. Кстати, про 1000 работ. Она реально сказала, что за год 1000 или 2 рисует. А когда я попросила ее соцсети, то она ответила, что у нее нет их в соцсетях, потому что она часть удалила, кажется, а на часть у нее контракты подписаны о неразглашении. Я попросила показать их на компе, но она сказала, что папка с работами на компе ее мужа в Дубае. Вот так. На этом моменте у меня уже стала появляться дебильная улыбочка под слова «конечно, конечно». Казалось бы, на этом можно закончить, но напоследок она мне предложила стать ее ассистентом и поехать на ивент. Сейчас не помню, в какую страну, может быть, Милан? Не помню. В памяти вертится будто что-то восточное, но точно уже не могу сказать.
Помню, только сначала я охренела и подумала, неужели вся эта чушь и лапша не были чушью и лапшой? Она реально художница и предлагает мне работу? Я переспросила у нее, она подтвердила и начала рассказывать о моем переезде в Дубай. Мол, там очень жарко, нравится ли мне жара? Я такая, нет, терпеть не могу солнце. Я и сейчас-то вечером пришла, обмазанная солнцезащитным кремом. Она мне, ну ты привыкнешь, но в таких коротких юбках, как ты сейчас пришла, там ходить нельзя. И я такая ей, ну что-то я уже не уверена, что хочу работать в Эмиратах. Не слишком-то я и привыкла к тому, что мне указывают, как я должна выглядеть. И она тут же начала мне доказывать, что это не так уж плохо, что надо просто привыкнуть, что можно не сразу в одежду кутаться. И снова началась какая-то реклама роскошной жизни. Хотя ограничения свободы и роскошь, ну, лично для меня как-то не слишком вяжутся. В общем, больше всего энтузиазма у меня погасили не странные несостыковки между рассказами о рисовании и должностью, а запрет на короткие юбки. После этого у меня стал прокручиваться наш разговор, появилось еще больше сомнений в правдивости. В моменте это как-то сложно отслеживать, когда пытаешься и вести себя дружелюбно, и доверять человеку. Просто если сразу относиться с недоверием, то и разговора вообще никакого не выйдет. В итоге все закончилось на предложении мне стать ее ассистентом и встретиться еще как-нибудь, когда она все уточнит в компании и ей дадут дополнительный бюджет на меня. Мы попрощались, я села за столик, выпила кофе, и вот тогда до меня дошел весь абсурд. С одной стороны, мне хотелось найти всему разумное объяснение, а с другой было тупо закрывать глаза на очевидное. Она вообще не разбирается в рисовании. И вот вопрос, а зачем ей врать об этом и приглашать меня на работу? Я тогда же проверила в инете, есть ли офис Райтов вообще в Дубае. Оказалось, что есть, хоть и открыт совсем недавно. На этом мое расследование зашло в тупик. Но внутреннее состояние подсказывало, что ехать куда-то с кем-то незнакомым за чей-то счет слишком уж небезопасное занятие, когда очевидно, что ты не дотягиваешь до уровня компании. Хотя очень хочется быть уникальным человеком, который случайно схватил удачу за хвост. Но решив, что жизнь у меня одна, а не 9, чтобы рискнуть и проверить, получу ли я работу в Райтах, или она потом скажет, что я куда-то сбежала, а на деле меня продадут в какой-нибудь кекс рабства, с тем скиллом второй вариант для меня был более вероятным, чем первый. Но также есть и третий вариант, она просто врушка, которой нужны были свободные уши, на которые ей хотелось присесть. А при отъезде, возможно, она планировала сказать, что ей бюджет не одобрили, поэтому она не может взять ассистента, но она пыталась. Ну или я просрала работу своей мечты. На следующий день она мне написала и предложила снова встретиться, но я отказалась, и так наше знакомство закончилось. Так что я не знаю до сих пор, что это было, но точно не знакомство с художником. Если вам понравилось слушать про это мое странное приключение, то можете черкнуть пару строк в комментарии для поддержки или рассказать про какой-то свой странный опыт. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть работа вашей мечты станет реальностью. Па-па.